Добрый день, утро, вечер, ночь, у кого какое время суток. Наносим венецианскую штукатурку. Мы, в данном случае, согласовывали цвет с Еленой из города Сочи. У нас уже все согласовано. Ну и также заодно снято видео, хотя она его не просила, но мы все-таки сняли. Образец интересный она выбрала. И с вами делимся, пожалуйста, смотрим. На предварительно окрашенную праймером поверхность мы наносим слой венецианской штукатурки белой. Тонкий-тонкий слой, полупрозрачный буквально. Смысл такой: если вы покроете венецианкой первый тонкий слой, то последующие слои будет наносить легче. Тоненько-тоненько и ровненько-ровненько. Покрываем всю поверхность стены без всякого рисунка. Цель – сплошное тонкое нанесение, без излишних всяких наплывов. И оставим его сохнуть часа на 2. Венецианка сохнет быстро. Мы будем использовать 3 цвета венецианской штукатурки. Основной цвет белый и вот такой вот цвет соломы, как его палевый называют, и бежевый. На шпатель можно сделать вот такой вот замес разных цветов, где преобладает 50% белого цвета и остальные цвета. Цвета должны перемешиваться между собой на стене, и получается вот такой вот интересный эффект. Также вы можете смотреть, какого цвета вы хотите больше. Может, вы вообще серый и голубой хотите, ради бога. Можно любой цвет использовать. Вот, и смотрим, что вы больше хотите. Бежевого или вот этого палевого цвета. Ну, палевый цвет для меня это цвет соломы. Так он по факту желтоватый. Вот такой красивый эффект. Можно еще раз продемонстрировать, как нужно нанести. Белый цвет и небольшой замес разных цветов. И с помощью шпателя или кельмы вот таким вот движением, то есть шпатель держим под наклоном и протягиваем цвета. Можно белого больше, чтобы получилось больше белого фона. Я думаю, что нужно со шпателя убрать остатки вот этого замеса, положить туда снова белый. Вот так сделаем. Мы его, кстати, можем дальше использовать. Берем белую венецианку. Берем... Ой, как быстро делает, я не успеваю. Вот так раз-раз. И вот так. Движения руки могут быть вот дрожащей рукой можно. Можно, скажем так, волнистыми линиями. Смотря какой рисунок вы хотите. Но вообще эффект интересный. Знаете, в чем плюс еще у этой венецианки, у этого способа? Можно всегда взять беленького и добавить. Захотите ярче, взять и добавить. Расход в данном случае примерно 300 грамм на квадратный метр. Совсем тонюсенький слой. Это причем включая и первый, и второй. Также можно добавлять второй слой
То есть этот подсохнет, и можно еще дополнительно слой. Мы будем делать дополнительно слой? Да. Дождемся высыхания и нанесем еще один слой. Подсохло. И наносим второй слой. Точно такой же тоненький-притоненький. Количество цветов вы можете под себя регулировать. Больше темного, светлого. И прямо максимально ее вжимаем туда. То есть слой должен быть тонкий-тонкий. И чем больше вы ее уплотняете, тем глубже получается рисунок. Ну и скажу тут в промежутке, что у нас можно заказать декоративные штукатурки, в том числе венецианскую, заказать ее колировку, праймер, инструменты, все, что нужно. Для этого нужно перейти по ссылкам в описании и написать: «Здравствуйте, мне нужна ваша помощь в подборке материала» и так далее. И мы обязательно вам поможем с выбором. Нанесли второй слой, и прям вот пока она еще не досохла, можно кельмой ее еще раз уплотнять. Вы ее уплотняете, тем самым, ну скажем так, глубже становится рисунок и убираются ненужные лишние наплывы. То есть она должна быть гладкая, ровная плоскость. Попробую вам снять ее, как она выглядит вот так. И вот поближе. Полуфабрикат. Будем ждать ее высыхания. Сейчас Роман ее уплотняет. Подождем высыхания и продолжим. Так, ну что, у нас высохла поверхность, и мы немножко ее сейчас ошкурим, ошлифуем. Чем, скажите, номерочек, какой шкурка? 600. 600. Сетка. Немножко еще ее зажелезним.
поверхность, штукатурку венецианскую. Ее это кого? Штукатурку декоративную. И вот так вот по всей плоскости стены. Она уже начинает блестеть, видно хорошо. И после того, как мы ее зажелезним, что мы с ней сделаем? Покрывать будем? Прорисовываем. Прорисовываем. В общем, Роман пока железнит, мы уж весь процесс-то не наблюдаем. Вернемся, когда начнем прорисовывать. Теперь, значит, вот это вот мы дополним прорисовкой. Колер развели водичкой и с помощью кисточки прорисовываем тоненькие-тоненькие линии. Если где-то что-то не понравилось, можно прямо влажной тряпочкой тут же подтереть и снова дорисовать. Это был намек, да? Не похоже. Это было похоже на намек. Тонкий, прозрачный. Влажной тряпочкой Роман размывает немножечко полосу, чтобы она была не такая явная. Отходите периодически подальше и смотрите, достаточно ли. Если где-то много, то можно вот их сделать, ну, размыть, потоньше сделать, либо совсем смыть можно. И после того, как уже все вас устраивает, завершаем этот процесс. Будем наносить воск венецианский. Это вот такой вот густой состав. И наносится он тонко-тонко максимально. Максимально тонко. Образно говоря, баночка килограмм воска сейчас рассчитана на 20 квадратных метров. Вот прям тонюсенький слой. Не оставляйте только пропусков. Пусть будет покрыто целиком. Смотрите внимательно, чтобы все было покрыто. Дальше, после нанесения воска, подождем его подсыхания и будем полировать. Это уже будет завершающий этап. Все, что вам необходимо, мы рассчитаем индивидуально. Переходите по ссылкам в описании, мы сделаем расчет. У нас очень много вариантов того же самого воска. Вот этого венецианского воска у нас несколько на все случаи жизни. Там есть глянцевый, зеркальный. Ну, то есть и по стоимости-то они все разные. Поэтому вот в данном случае неправильно будет называть марку, цену и так далее. На какое время нужно будет оставить его? Посуха. Часов 5. Часов 5, Роман говорит. Ну, в общем, надо, что нам нужно? Чтобы он высох. И когда мы его будем полировать, чтобы воск не наматывался на меховушку вот эту. Покрыли,
Ждем высыхания. С помощью... Покажи, пожалуйста, инструмент. Как называется? Рука. Инструмент называется рука. У нас, кстати, да, инструмент в ремонте, и да, ничего вечного не бывает. И с помощью машинки это вообще-то полируется, но мы сейчас руками это делаем. Воск полируется замечательно. И он вот такой вот зеркальный придает эффект. Конечно, машинкой это было бы более зеркально, но здесь вот. Вот он. Это результат готовый. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Заказывайте у нас декоративные штукатурки, и мы поможем вам с выбором. И даже видеоурок, если вам нужно, снимем. Мне кажется, зачет вполне себе такой симпатичный образец.